Привет, мои дорогие друзья! Ну что, продолжаю вам рассказывать о том, что вам было интересно, потому что многие из вас, те, которые не живут в Литве, они думали, что это нереально, что такие вещи нереальны, потому что они зачастую слушают о европейском государстве, о том, что там, как там все клево, и как Украине даже стоит туда стремиться. Я перед каждой частью, как обещал, подчеркиваю, все сказанное мною не касается обычных, простых, рядовых литовцев, потому что от них ничего плохого я никогда не видел. Они всегда шли на помощь, и более того, благодаря именно такому простому литовцу, возможно, я выжил тогда, когда были совсем сложные времена. Этого человека, к сожалению, уже нет в живых, как-нибудь расскажу более подробно. Короче, при этом вы говорите, а кто же выбирает эту конченую власть? Ну, вообще, вот все литовцы, которые пишут, а они пишут и присылают всякие видео, всякие интересные рассказы об уголовных делах, которые там закрываются и открываются против оппозиции и так далее. Множество писем приходит. Вот. Так вот, они пишут, что там не все так чисто по поводу выборов, да, просто на это никто никогда не обращает внимания. Евросоюз как будто бы этого не видит. Вот вышел отчет Amnesty International об ужасающих условиях содержания соискателей убежища. И что? Ну что произошло? Вы во всех СМИ это читали? Нет. Но у меня вы это увидите тоже. Короче, оказываюсь я в этом центре Пабраде, центре приема беженцев, туалеты, которого я вам показывал, и которые вы спутали почему-то с зоной, с тюрьмой с какой-то, с крыткой. Нет, это не крытка. Крытка находится напротив. То есть там два центра. Первый центр открытый, он условно открытый, потому что ночью там закрывается, и там может происходить все, что хочешь. Понятно, охрану ты не дозовешься. Да? Второй центр закрытый, но он находится напротив, он огорожен забором, да. Сотрудники там погранцами были в то время. К ним тоже особо никаких претензий, они были поставлены в те условия, в которые их поставили. По сути, это центр УВКБ ООН. Но я думаю, что если бы ООН пришли туда и посмотрели на эти туалеты и вообще на то, что там происходит, то, конечно, у них глаза полезли бы на лоб. Короче, закрытый центр, там сидят люди очень стрёмные. То есть и в открытом сидят стрёмные, но в закрытом это те, кого испугались даже литовцы. И вот они их там закрыли. Но и там много наркоманов. А наркоманам же нужно чем-то колоться. Поэтому им, конечно же, регулярно, как в открытый, так и в закрытый, доставляется наркотик. Каким образом это делается? Ну, не хитрым образом, не хочу никого, конечно, там подставлять, да, но, знаете, будем так говорить. Я слышал как-то раз, что это делается, даже запаиваются бутылки с молоком, туда внутрь помещается, лекарство особое и в крышке запаивается, и что только они не делали. У меня есть видео, где гражданин решил прятать наркотики у меня в картине. Дело в том, что в Нидерландах нарисовал картину. В закрытом центре нарисовал картину. Там можно было, я же говорю, рисовать и забирать с собой картины. Там отношение было человеческое. И вот я ее забрал с собой. И понимаю, что что-то как бы происходит не то. Поставили мы камеру с ребятами и засняли такого типа, который прятал наркотики, героин, в мою картину. То есть, если был бы шмон какой-то, то меня бы взяли за наркотики. Вот. В общем, вот такой вот закрытый центр. Туда приносятся лекарства. Ну, об этом, понятное дело, что, опять-таки, мягко скажем, администрация догадывается. Но что происходит в открытом центре? В открытом центре, вот где вот эти вот параши, все, там живут даже дети. То есть там есть даже для семейных. Там, по-моему, 3 этажа, и вот второй этаж там для семейных. Вот это вот все там вместе. И огромное количество там было тогда криминальных ребят, в частности из Грузии, да. И ночью происходило приблизительно вот это вот. Несмотря на то, что работал я только по ночам, потому что днем там вообще невозможно было, потому что там сидели все на голове. Вот ночь. Обычная ночь, друзья. Кричишь, давай играй, короче, это. Короче, давай. Как вы понимаете, в таком месте работается не очень хорошо, тем не менее я старался, потому что, рассказываю, выделялось, опять повторюсь, 30 литов в месяц.
Это меньше, чем 10 евро. А моим друзьям, горцам всяким, да, им выделялось ничего. Ну, их просили расписаться, но им не давали вообще ничего. Иногда их даже не приглашали на раздачу этих денег. То есть, куда эти деньги уходили, не знаю. Бытовало мнение, повторюсь, что выделяет Евросоюз 30 евро в день на человека, но нам давали менее 10 евро в месяц. Живи как хочешь. Я пытался выкручиваться. Я понял в первые же дни, куда я попал, по сути. Но я думал, может быть, за пределами этого существует нечто другое. Ну, знаете, всякое бывает. Говорят, что даже в Норвегии центры для беженцев не очень. Я не верю, но так говорят, да. И я вырвался за границы этого центра, понятно, сел на старый пропуканный Икарус, приехал в Вильнюс, очень недолго, потому что это находится практически под Вильнюсом, этот Пабраде, да. Я приезжаю в Вильнюс вечерком и понимаю, что, наверное, что-то произошло, то есть, скорее всего, какое-то чрезвычайное происшествие, может, бахнуло где-то что-то на остатках какой-то химической промышленности или еще что-нибудь, а может быть, русские напали, но на улицах никого нет. Вечер, а на улицах нет ни единой души. И вот я хожу по этим улицам пустым, да, и думаю, это же столица. Потом уже я привык к такому. Там живет, по сути, этот исторический центр, а исторического центра там может 150 метров. Причем, когда ты свернул немножечко вправо или свернул, может быть, немножечко влево, ты сталкиваешься с заколоченными деревянными окнами, или, вернее, деревом заколоченными окнами, облупленными фасадами. И тут я попадаю, знаете, в одну квартиру. Квартиру молодых ребят, потому что я понимаю, что там в центре Пабраде жить нельзя. Я начинаю судорожно вызванивать всех тех, кто у меня остался в Киеве, и искать, чтобы у них были какие-то знакомые в Вильнюсе. Чтобы я мог хотя бы там ночевать у них, потому что там жить невозможно. Там, извините, невозможно сходить в туалет. Ну и, конечно же, там нет горячей воды. Вообще, ее нет вообще, в принципе. Ну а зачастую нет и холодной воды. То есть там нет просто элементарной возможности существовать. Ты там не можешь жрать, ты там не можешь купаться, там не можешь срать. Ты вообще там ничего не можешь. Вот находят таких парней, им лет по 30. И, ну, в принципе, там продвинутая, наверное, молодежь. И я у них остаюсь на одну ночь. Я приезжаю к ним, но думаю, с пустыми руками приезжать не буду. Купил креветок каких-то, какие-то раковые шейки, ну какую-то чепуху в пластиковых фигне. Я привожу, и они говорят, ну, мы такого себе не позволяем. Я не понимаю, что вообще происходит. Во-первых, я приезжаю, даже не знаю, с чем сравнить. Есть такой спальный район Киева, Троещина. Я не хотел бы обидеть Троещину. Но вот я приезжаю в такой типа район, да, прихожу к этим ребятам, вижу квартиру, которых я опять-таки не видел с детства. Я таких убранств не видел с детства. И вот встречаю ребят, хороших ребят, нормальных ребят, но они говорят, мы такого себе. Чего такого? Там копеечная была какая-то еда. Я включил телевизор, увидел вот это. Скажу вам честно, на меня все это пахнуло таким запахом, даже вот не знаю чего. Вы должны меня правильно понять. Фишка в том, что Киев даже в 2012 году был круче в десятки, наверное, раз, чем Вильнюс. Причем, опять подчеркну, жители Вильнюса в этом не виновны, да? Но мне кажется, что в этом виноваты немножко власти. Причем главная центральная власть. Ибо они вообще забили на внутреннюю повестку, естественно, кроме оппозиции. Оппозицию надо загнобить. Посадить в тюрьму обязательно, может подстроить какое-то там автопроисшествие, да, там всякое бывало. Там люди и в лужах тонули, упав с квадроцикла, когда дело касалось там совсем плохих дел. Может быть, и об этом как-нибудь расскажу. Вот. Но когда я увидел вот это, вот я понял, что, блин, а куда мы стремимся? В общем, приходится мне жить в Пабраде. В Пабраде жизнь проходит очень весело. Я изучаю местный автомобильный автопарк. Я катаюсь
катаюсь опять-таки в Вильнюс. И вы знаете, вот мне говорят, что там Варламов снял какой-то фильм там про Литву там и все. Я представляю, что он снял, я знаю, как они обычно это снимают. Я вам покажу настоящее. И причем, чтобы я не соврал, мы будем пользоваться Гуглом. Заезжаем, давайте в Павроде, друзья. Давайте вместе заедем в город счастья и радости. Ну, тут какое-то стоит заброшенное здание. В принципе, ничего необычного. Но едем дальше. Вот тут вот находится центр для беженцев. Судя по тому, что они поставили вот этот контейнер, скорее всего, в этих контейнерах тоже живут люди. Ну, таки да, живут, потому что они там устраивали бунт. И рассказывали, что им там жить невозможно, ибо в некоторых центрах им приходится выходить пописать во двор. Это очень, как вы понимаете, приятно. Особенно, когда там мороз. Ну, для нас, может быть, это и не мороз, хотя там бывает такое трескучее. Но для африканцев, которые туда попадают, это просто жестяка. И даже африканцы не понимают, как так у них туалет на улице. Вот здесь вот находился я, друзья мои. Вот здесь вот были. Вот видите, 3 этажа как раз таки. Вот тут вот где-то душевая. Ну, то, что называлось душевой, то вы видели. Там главное было на шприц не наступить. И вот тут вот где-то, вот тут вот кухня. Вот это вот прекрасное здание. Вот это вот здание, где все и происходило. Ну и, собственно, не изменилось, я смотрю, это Google апрель 21-го, не изменилось ни хрена. Вот только, ой, как тут красивый вход построили. Красивый вход построили, это многое меняет. Вот здесь вот находится супермаркет, там происходили стрелки. Вот Максима. Натуральные стрелки, потому что там кто-то кого-то зацепил, этнические такие вещи, а потом туда приезжали машины, там ребята одной национальности приезжали даже с Финляндии, чтобы поддержать своих. Ну и так поддерживали, да. Я присутствовал на этом всем, я это все видел, конечно, это было жутко со стороны. И я, конечно, не завидовал жителям Паброди, хотя, с другой стороны, жители Паброди, некоторые, рассказывали о том, что это вы тут приехали на хлебники. Вы видели там отдельных жителей, там был такой Вовка эксгибиционист. У меня даже есть видео того, что он исполнял, но по понятным причинам я этого показывать, наверное, не буду. Он это исполнял прямо на улицах, изрядно набравшись, да. Вот. Люди бухают очень сильно, очень жестко, и опять-таки я бы, наверное, их в этом не винил. Прогуляемся вот по улицам. То мы были на центральной улице Паброди. Давайте свернем. О, привет. Привет, казачка. Что ты тут? Я смотрю, что... А вот, ребятки, тоже. Привет, братва. Как оно в Европе? Что меня особо поражало в центре Вильнюса практически, это яйцо. Оно сделано из гипса. И ходят разные слухи о том, что спланировалось что-то более нормальное, а деньги куда-то испарились, и вот сделали яйцо. Вы даже найдете описание этого яйца. Оно призвано дарить радость. Радость оно дарит обычно бомжам, которые сидят возле этого яйца. Вы не найдете, пожалуй, ни одной фотографии этого памятника яйца, чтобы под ним на лавочке, там вокруг лавочки, не сидел бомж. Вот я его даже когда-то сфотографировал. Это яйцо. Тут те же самые бомжи. На заднем фоне, конечно же, я не знаю, показывал вам Варламов, я не думаю. На заднем фоне видите дом. Это центр практически, да? Ну, то есть, я не знаю, это явно не окраина. И там забиты деревяшками окна. Но прошло же время, и, возможно, все изменилось. Конечно, изменилось. Давайте зайдем в Google карты. Вот мы видим все тоже яйцо. Вот тут мы видим бомжа. Бомж, покажись. Вот. Это без этого невозможно, это яйцо. А на заднем плане, таки да, изменилось, и дом уже обитаем. Ну, правда, жители там нарисованные, как вы видите. Но вот даже один из них по телефону разговаривает. А нахрена? Ну, зачем что-то чинить или что-то ремонтировать, если можно просто задрапировать? Да и все. Таких домов там огромное количество. Я за свои слова отвечаю. И опять-таки, мы как-нибудь с вами прогуляемся. Да что там как? Давайте, короче, не откладывать. На завтра то, что можно сделать сегодня. Давайте, что там, проедемся сейчас по Кауно Гатве. Смотрите-ка. Кауно Гатве. Едем. Тут мне очень нравится достопримечательность одна. Ой-ой-ой-ой. Неплохо, ребят. Правда? Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что думаете, это краеведческий музей? Это дом, там люди живут.
Вот еще один такой, смотрите, симпотный же домик. Вот так вот выглядит, ну, я не знаю, наверное, 90% домов в центре. Вот так вот оно выглядит все. Ну и, понятно, деревянные какие-то мансарды, скажем так. Подожди, Толя, что ты вот это показываешь? Может быть, есть какое-то другие места? Ну вот, к примеру, вот другое место, да? Давайте полюбуемся. Причем тыкать можете вообще, ну, по сути, в любую улицу. Тыкаете в любую улицу, тык, и наблюдаете, созерцаете, в общем, красоту вот это вот. Тотально все разваливается. Стены все облупленные, все задрапировано, потому что, ну, к чему его, что с ним уже делать, его осталось только задрапировать, да и все. Понимаете, в чем дело? Я говорил о том, что отъезжаешь там 10 метров от центрального проспекта Гедеминаса, и в лужах, которые там во дворах, можно ловить рыбу. И я думаю, может быть, я, ну, не объективен, все-таки 12-й год был. А давайте глянем тот самый двор. Тот самый двор, где я парковал свою машину. Смотрите, вот проспект Гедемина. Видите? А вот тут вот, видите, так более-менее, да, еще. Ну, конечно, задроченные дома встречаются, но более или менее, тем не менее. А вот здесь вот сейчас будет дворик. И нырнуть вот сюда во дворик. Ну, все как бы. Жалко, здесь приблизить нельзя, оно того стоит. Вот это вот тут годами. Ну, реально. Вот это вот, по-моему, я даже помню. О, вот это. Это моя любимая, как бы. Очень глубокая бывает, но когда грязью не занесена. А когда грязью занесена, то плюс-минус. То есть я не вру. Я не вру, и вы можете погулять по Google картам. Может быть, найдете что-нибудь самое-самое прикольненькое там. Смотрите только, чтобы они свежие были, чтобы никто не сказал, что это карты 2000 года, а мы ж только вырвались из оков проклятого советского прошлого. Вот, присылайте, может быть, вместе поржем. Я скажу так, что можно найти, в принципе, проблемы, да, в любом государстве. Но когда проблем очень и очень много, а мне начали присылать вон люди, какая у них пенсия, пишут, что ты озвучиваешь, какие 300 евро, там типа, ну ты что, вот 170 не хочешь, пишут, да. Когда проблем слишком и слишком много, когда даже центр столицы похож на непонятно что местами, и причем, ну, так, многими местами, да, а ты из себя строишь такого уже просто супер-пупер европейского этого решалу, который там, да мы станем вашими адвокатами в Евросоюзе, мы решим то, мы решим. Ты реши сначала, чтобы у тебя с домов не отпадала плитка на людям на головы и балконы не падали. Решающие, великие. Следующая серия будет посвящена, я думаю, уже тому, как я вышел уже все-таки из этого центра Паброди. Расскажу еще пару историй о том, как там житье-бытие, да, в европейских-то центрах миграции отдельных европейских супергосударств. Потом расскажу, как я оттуда вышел, ну и вообще о своем общении с департаментом, к примеру, миграции. А потом расскажу, как они начали меня мочить. Абсолютно неадекватно, и это продолжалось много-много лет. В принципе, именно благодаря этому я этих сейчас буду загонять. Они, наверное, будут визжать, да? Но сделать ничего не смогут. Пока.